Здравствуйте, друзья! Настоящая история, выпуск 12. Череда странных пожаров в США в 19 веке имеет общие особенности. Во-первых, город полностью выгорал, погибших было мало. В Чикаго сгорело дотла 17 тысяч домов, а пострадало меньше 300 человек. Во-вторых, присмотритесь на фотографии руин. На них почти всегда руины из камня, хоть историки и пишут, что города горели часто, потому что были из дерева. В-третьих, сохранившиеся деревья и деревянные столбы. На фото полностью разрушенные кирпичные здания, но целые деревья. Красивые официальные истории могут быть придуманы. Немцы написали историю Руси с нуля, которую сейчас учат в школах. Ломоносов раскритиковал немцев, его поддержали многие русские ученые, за что были казнены, сосланы в Сибирь и арестованы. Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина, писал Ломоносов о диссертациях Миллера, Шлецера и Байера. Известно, что Ломоносов сам написал трактат «Древняя российская история», однако вся его библиотека и многочисленные рукописи бесследно исчезли. Для чего построена древняя Заволжская стена? Нельзя сказать, что российские историки, археологи и ученые не интересуются Заволжской стеной, просто официалы не обращают на исторический вал внимания, поскольку считают, что это остатки русских оборонительных укреплений против кочевников, возведенные в 17-18 веках. Во-первых, подсчитано, какое количество рабочих рук нужно для строительства такой насыпи длиной в 2000 километров и прилегающего к ней рва. Все переселенцы с младенцами и стариками не смогли бы построить вал за заявленные 50 лет, а еще воевать и в полях работать надо. При этом ни в архивах, ни в преданиях не сохранились сведения о возведении колоссального укрепления, сравнимого с Великой Китайской стеной. Во-вторых, официалы заявляют, что вал строили русские для защиты от степных кочевников. Увидев вал вживую, окажется, что ров вдоль него обращен не на восток, а на запад. Значит, строители защищались не от восточных племен, например, монголо-татар или нагайцев, а от нашествия с запада. Тайные факты о Петре Великом. Петр привез с запада множество карликов, он устраивал им пышные свадьбы, похороны, раздавал чины, поместья, насильственно скрещивал русских девушек с европейскими уродцами. Ученые уверяют, что Петр был выше 2 метров ростом, но двери в его личных покоях очень низкие, мебель маленькая, у его одежды очень узкие плечи, размер обуви едва дотягивает до 38 размера. Великий Петр спал в тесном шкафу. Факты противоречат науке. После революции 1917 года могилы русских царей в Петропавловском соборе были вскрыты. В могиле Петра I обнаружена восковая кукла, которая рассыпалась в прах. Почему онкология появилась только в 18 веке? Ученые обследовали тысячи египетских мумий и лишь у одной нашли опухоль, похожую на рак. В древних телах из других стран не обнаружено следов современной онкологии. Привычная нашему времени болезнь описана только в 18 веке и позже. Еще одна отсылка к ядерной войне 17-18 века. На самом деле раком болеют только евреи, а всех остальных людей они просто обманывают и продают методы лечения, которые только ухудшают здоровье. Китайскую стену могли построить славяне от набегов китайских агрессоров. Название «китайская» появилось лишь в 18 веке на европейских картах. В древности стену называли просто длинной, были и другие названия «барьер» и «ловушка дракона». С драконом сравнивали орды грабителей. К тому же очевидно сходство между архитектурой китайской стены и крепостными сооружениями древнерусских кремлей. Охотники нашли мумию гиганта близ Сан-Диего, США в 1895 году. Мумию изучали в Смитсоновском музее и делились с общественностью результатами. Подлинность подтвердили главный анатом музея профессор Лукас, а также профессор МакГи. Через год вышеупомянутые специалисты выдали, что мумия поддельная. Общественность потребовала провести независимую экспертизу, на что последовал ответ: мумия была уничтожена, так как является подделкой и не представляет какой-либо ценности и научного интереса. Кто-то явно скрывает, что на планете жили великаны. Кто застроил весь мир идентичными крепостями-звездами? Они есть по всему миру, даже в океане и в Тихом океане. Это детище итальянских или французских строителей, возведенные в 15 веке, утверждают ученые. Объем работ при строительстве хотя бы одной крепости огромен. Таких звездочек несколько сотен по планете. Не припомним в истории группы людей, которые развлекались строительными гастролями, возводя крепости по единому архитектурному замыслу.
Ежегодные собрания Бильдельбергской группы и их скрытая повестка дня. Ежегодные встречи тайной Бильдельбергской группы давно привлекают внимание сторонников теории заговора. Эта группа, состоящая из политиков и бизнесменов, обсуждают глобальные проблемы, скрытая повестка которых вызывает подозрения. Многие считают, что группа стремится к созданию нового мирового порядка или мирового правительства. Бильдельбергцев обвиняют в манипуляциях и влиянии на глобальную политику. Некоторые даже считают, что группа сыграла роль в убийстве Джона Ф. Кеннеди. Секретность встреч поддерживает интриги, и их влияние нельзя игнорировать, хотя истинная повестка дня может оставаться секретом. ВЭФ хочет запретить общественные парковочные места. ВЭФ хочет запретить общественные парковочные места, чтобы сделать вождение нежелательным занятием. Известный глобалист Клаус Шваб призвал правительство всего мира запретить парковочные места в рамках своего плана по превращению вождения в нежелательную деятельность, ради якобы спасения климата, конечно же. Запретить личный транспорт хотят простым людям. Богачи же, естественно, будут ездить как хотят и на чем хотят. Сейчас кажется, что вряд ли все будет, как он сказал, но через несколько лет мировое правительство вполне может сделать все именно так. В Европе, например, парковки уже встречаются очень редко, многие из них платные и очень дорогие. Иногда от парковки до дома приходится идти пешком минут 30. Ограничение в передвижении никак не спасет климат, зато ограничит человека в одном месте, что и выгодно богачам. Как и 15-минутные города. Иллюзорное удобство в обмен на свободу. Но хомячки этого даже не заметят. Скрытая от всех стран ядерная катастрофа. Мало кто знает о Кыштымской аварии 1957 года. Как и в случае с Чернобыльской аварией, главной причиной катастрофы послужило плохое проектирование, а именно постройка системы охлаждения, которую было невозможно починить. Когда из одного из баков начала вытекать охлаждающая жидкость, рабочие просто выключили его и не трогали целый год. Кому нужны системы охлаждения в Сибири? Оказывается, охлаждение нужно емкостям, в которых хранятся радиоактивные отходы. Температура в емкости повысилась до 350 градусов Цельсия, что в итоге привело к взрыву, который подбросил 160-тонную бетонную крышку в воздух, которая изначально была в 8 метрах под землей. Радиоактивные вещества распространились на 20 тысяч квадратных километров. Дома 11 тысяч людей были разрушены после эвакуации близлежащих территорий, а радиоактивному воздействию подверглось около 270 тысяч людей. Только в 1989 году, через 3 года после Чернобыльской аварии, детали катастрофы в Кыштыме стали известны. А кто из вас знает про кыштымского карлика? Напишите в комментариях. Антигравитационная платформа, опередившая свое время. Виктор Степанович Гребенников, энтузиаст-энтомолог, его сфера интересов – насекомые, но однажды он сделал неожиданное открытие, о котором достаточно подробно рассказал в книге «Мой мир». Как описывал сам Гребенников, удивительное открытие произошло летом 1988 года, когда ученый разглядывал в микроскоп хитиновые покровы майского жука. Его поразил узор на внутренней стороне крыла. Это была упорядоченная, словно штампованная композиция, напоминающая соты пчел. Заметив особенность, он на протяжении 2 лет собирал информацию и проводил эксперименты, а по итогу из своего мольберта создал компактную летающую платформу на одного человека. Сегодня, да и в те года, это назвали лженаукой, а сам Виктор секретов своих не раскрыл. По первой причине, что вид насекомых находился на грани вымирания, а второе, что вряд ли эти технологии стали бы использовать во благо человечества. НАСА потеряла записи высадки на Луну. НАСА, устав от многочисленных просьб показать оригинальные записи высадки на Луну, заявила, что потеряла их. А как же иначе, конечно. Все 700 коробок. А на Луну американцы пока не могут вернуться, потому что технологии тоже потеряли. Как удачно. То есть сегодня, когда любой смартфон обладает большей вычислительной мощностью, чем все компьютеры 1969 года вместе взятые, НАСА утверждает, что мы не можем вернуться на Луну, потому что потеряли технологию. Вы сейчас будете смеяться. Потеряли технологии изготовления скафандров и всех отдельных гениальных решений, от уникальной защиты от радиации до гениального температурного контроля. Потеряли ракеты-носители сверхтяжелого класса, без которых невозможна высадка на Луну. Потеряли возможности и технологию их изготовления. Потеряли весь лунный грунт, почти 300 килограммов. И теперь выпрашивать несколько грамм образцов у других стран. Вы в это верите? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения.
Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.